Привет всем! В сегодняшнем видео я хочу продолжить серию видео про своих кухонных помощников, и сегодня покажу хлебопечь Redmond. Значит, в видео кратко расскажу про функции ее, характеристики, что можно приготовить в ней, и покажу, как готовится самый обычный простой хлеб. Итак, в хлебопечь у нее вот открывается здесь сверху крышка, входит вот такая одна емкость. Ее размер 3 литра, и можно здесь выпечь хлеб размером 500 грамм, 750 и 1000, собственно, грамм. Она вот такая высокая, то есть хлеб получается вытянутый, потому что есть модели, где хлеб получается такой продольный. Значит, здесь есть функция отложенного старта. Можно отложить приготовление именно хлеба на 15 часов. То есть, например, с вечера вы загрузили сюда все ингредиенты, выставили нужное время, и утром проснулись, например, там, и 8 часов у вас уже готов хлебушек. Также здесь есть функция добавления ингредиентов, но она здесь ручная. То есть, что это значит? Например, есть модели другие, где автоматически, там есть отсек, туда вкладываются ингредиенты, и она автоматически насыпает. В этой же модели здесь просто звучит сигнал, то есть и в то время, когда он звучит, можно открыть крышку и насыпать туда какую-то добавку. Добавка, то есть это может быть кунжут, какое-то льняное семя, ну, в общем, разные добавки. Значит, здесь есть выбор цвета корочки, это светлая, средняя и темная, то есть, ну, более зажаренная, скажем так. Ну, в принципе, это основные характеристики. Значит, что можно здесь приготовить? Кроме того, что здесь можно, вот входит, значит, такая вот книжечка с рецептами. Так, давайте, наверное, поговорим сразу о комплектации. То есть книжечка с рецептами, ну, здесь кратко. Руководство по эксплуатации, мерный стаканчик, запасная лопасть, это для замешивания. То есть я вам покажу, что здесь внутри есть лопасть, которая крутится и замешивает тесто, по сути. Мерная ложечка и вот такой крючок, чтобы снимать хлеб, когда он приготовится. С этим всем разобраться несложно. Значит так, сами рецепты я вот вам покажу, как это все выглядит. Вот примерно так, в этой книжечке. Значит, вы читаете какой-то рецепт, какой вы хотите приготовить хлеб, открываете нужную страничку вам, и здесь подробно расписано по количеству, что, какой последовательности складывать сюда нужно, вот, ну и какую программу поставить. Также здесь есть возможность приготовить супы. Я вот, наверное, просто зачитаю, что можно приготовить здесь супы, вторые блюда, каши, варенье, джемы, йогурты. Ну, здесь, наверное, такая одна из тоже важных функций, кроме хлеба, здесь можно приготовить тесто. То есть, так как вы понимаете, что сюда загружаются ингредиенты, хлебопечь, чем она отличается от других приборов, тоже мультиварки? Тем, что она сама замешивает тесто. Вот, и здесь можно, кроме хлеба, замесить еще и тесто. То есть эта программа занимает 15 минут буквально. Вы вкладываете все ингредиенты. Можно даже не по рецепту, можно свое какое-то тесто любое. То есть вам не нужно стоять и месить это рукой. Вы засыпали ингредиенты, 15 минут, и тесто у вас уже размешалось, замесилось. Вот, значит, что касается хлебов, и тут основной большой минус в том, что все программы, которые здесь для хлеба, они все рассчитаны на дрожжевой хлеб. То есть программа как идет, значит, сначала она замешивает, потом она подогревает, потом опять подмешивает как-то его, в общем, оно подходит, это тесто, и потом выпекается. То есть минимальное время на выпечку хлеба, здесь 2 часа, это экспресс-хлеб. Но он получается, конечно, не такой вкусный, как остальные. А вообще в среднем программа занимает 3-4 часа, чтобы испечь хлеб. И, повторюсь, здесь все хлеба дрожжевые. То есть те люди, которые по каким-то причинам не едят дрожжи, наверное, им не подойдет эта модель. Значит, так, про рецепты я сказала, минусы сказала. Ну, давайте тогда посмотрим, что можно приготовить, какой хлеб. Хотелось бы сразу отметить, что очень важно здесь соблюдать дозировку. То есть
сколько здесь написано по граммам, обязательно столько нужно и положить. Поэтому вот такие весы кухонные приобрести это просто необходимо. Значит так, ну допустим, я хочу приготовить самый простой, самый обычный хлеб. Самый бюджетный, потому что здесь есть варианты и с молоком, и с кефиром. В общем, я приготовлю хлеб на воде белый. Так, значит, мне понадобится вода 260 миллилитров. Значит, я уже заранее отмерила, как бы сразу скажу, чтобы уже не занимать время. Значит, я вливаю сюда водичку. Дальше читаю. Масло растительное. Опять-таки, масло растительное. Здесь советуется использовать оливковое. Ну, я и использую оливковое, но думаю, что можно использовать и любое растительное масло. Далее соль. Ложечка соли. Все мы всыпаем здесь, в эту емкость. Так, далее ложечка сахара. Ну, соль, сахар я лично сыплю по вкусу, то есть не так, как здесь написано. Значит так, мука пшеничная. Вот покажу вам, как я отмеряю муку. Наверное, самый сложный процесс здесь отмерить. Все остальное выполняет за вас хлебопечь. Итак, муки мне нужно 420 грамм. Так, 140. Если вы не соблюдете количество ингредиентов, то хлеб у вас просто не получится. Значит, и еще 140. Итого 420 грамм. Дрожжи. Также здесь написано в разных хлебах по-разному. Где-то 1 чайная ложка, где-то 1,5. Я сыплю примерно ложку. 1 ложку везде. Чайную. Собственно, все. Все ингредиенты у нас насыпаны в эту емкость. Мы ее теперь устанавливаем внутрь. Закрываем крышку, все подключаем в розетку. Так, еще хотела сказать, что здесь есть ножки антивибрационные, то есть она вибрирует, когда замешивает. Поэтому, в принципе, она нормально держится, она никуда не скользит, не убегает, можно использовать на стол и ставить. Значит, все, выбираем теперь программу. У нас вот здесь написано номер 1 классический хлеб. Все, программа запущена. Точнее, не запущена, надо еще далее установить вес. Написано вес 750. Просто у меня здесь уже это все стоит, оно изначально по умолчанию. Ну, проверить обязательно нужно. И цвет корочки средний. Все, время 3 часа. Нажимаем старт. Все, хлеб пошел замешиваться. Здесь еще есть вот такое окошко, я покажу.